Привет всем! В этом видео я сделаю обзор двухканального реле времени. Данная моделька на 12 вольт питания. Есть у продавца на AliExpress на 5 вольт, на 12 и на 24. На выбор можно при заказе указать. Нагрузка подключается до 220 вольт 10 ампер, то есть до 2 киловатт. Можно и на 12 подключать, на 24, 220, в общем до 220 вольт любое напряжение. Здесь на каждое реле отдельно есть клеммничек. Получается центральный контакт, мы подаем сюда плюс, либо фазу, и нормально открытый, то есть при выключенном реле питания нет, и при включении оно подается, и нормально закрытый вот этот, когда реле выключено, питание идет, при включении реле питание отключается. Эти два реле управляются программами, которые мы здесь выставляем. На каждое реле выбирается отдельная программа. Всего 18 программ на каждое реле. Можно настроить, они работают при подаче питания, могут включаться, а могут включаться при сигнале триггера. Вот этот клеммничек, это подается сюда плюс, такой же как на питание, плюс 12 вольт, и запускает программу. Там в зависимости от программы имеет разные функции. Всего здесь 18, и мы каждую сейчас рассмотрим. Для начала нужно подключить все правильно. Вот этот клеммничек идет для питания. У меня с лабораторного блока питания. Вот я взял здесь серый, это минус у меня. 12 вольт я подаю. Минус. Вот сюда подключаем. Затягиваем. Плюс идет через выключатель. Можно включать-выключать реле, потому что некоторые программы работают при подаче питания. То есть нужно будет его отключить. А потом заново включить, чтобы программа начала выполняться. Вот сюда мы подаем плюс. Еще один плюс я приготовил для сигнала триггера. То есть мы тут на каждый канал отдельный контакт. Когда мы подаем плюс, то у нас будет выполняться программа. Этот провод мы оставим для сигнала. С этой стороны мы подключим. Вот у меня есть лампочка. Лампочка на 12 вольт. Для безопасности. Черный провод минус я сразу на блок питания отправил, подключено постоянно. Плюс при включении реле я беру нормально открытый контакт, у нас лампочка будет загораться. Вот сюда мы подключаем лампочку. Еще нам понадобится на центральный контакт подать плюс. Плюс я беру тоже постоянный с блока питания. Вот сюда подключаем. Это реле я пока задействовать не буду. Просто для демонстрации покажу, как оно настраивается. Но если мы будем подключать это реле, сюда мы тоже должны на центральный подать плюс. Либо фазу, смотря какой источник питания. С подключением у нас все готово. Включаем реле. Вот у нас засветился дисплей. Индикация есть, красный светодиод. Зеленый светодиод показывает, что у нас включено реле. Вот лампочка горит. Это там уже выставленная какая-то программа. Второе реле выключено. Вот здесь второй зеленый светодиод. Он не горит, потому что первое реле, оно идет канал первый. Вот это первое реле, оно выключено. Теперь посмотрим, давайте, как его настраивать. Здесь 4 кнопочки. Дисплей, который отображает либо вот выставленную программу, либо там отсчет времени идет. Светодиоды в данный момент показывают, что отображается на экране в данный момент. Вот сейчас у нас показывают выбранную программу. Есть T1, T2 и NX. Это либо количество повторений, либо множитель времени. Дальше я объясню, как настраивать, чтобы было понятно. И кнопочки для настройки. Вот эти две кнопки, это у нас плюс-минус. Мы увеличиваем значение, либо уменьшаем. Клацаем, нажимаем, и значение цифры листается либо вверх, либо вниз. Это у нас однократное нажатие переключения. Вот 1 это первое реле, 2 это второе реле. Вот у нас на первой программе стоит 0. Программа 0, это значит реле выключено. Никакая программа не выполняется. На втором реле настроена первая программа. Вот так можно посмотреть. Это кнопка для настройки и выключения дисплея. Однократным нажатием мы включаем-выключаем дисплей. Если нам не нужен, можем выключить, и он у нас не горит, но реле работает. Программа выполняться будет. С помощью длительного нажатия мы заходим в меню настроек и здесь выбираем программу.
Вот, с помощью плюс-минус мы можем выбрать нужную программу. Всего их 18 рабочих чисел. Тут можно больше наклацать, но программ 18. Если выставлен 0, то никакая программа выполняться не будет. Начинаем с первой. Сейчас продемонстрирую все, как работает. Выбираем первое. Так как лампочка у нас на втором реле, то вот здесь у нас должна гореть двойка. Можно переключить на единицу. Это настройка первого реле. Также переключаются вот первое, второе. Программа 1. Дальше потом нажимаем вот эту кнопочку опять однократно. Выбор времени T1. Вот у нас светодиод синий подсвечивает значение T1. Это у нас время. Время 4 знака. Но первый знак это десятые секунды. То есть у нас вот светится 6,0. Это 6 секунд. Если мы, например, вот добавим значение, это 6,5 секунд. 6,5. То есть можно выставить 999 секунд и 5 десятых. Но дальше есть множитель в настройках. Мы можем это поменять. И тогда у нас будет первое значение секунды. Потом 10 секунд, 100 секунд, 1000 секунд, 9999 секунд. И множителя мы можем выбрать еще умножить на 99. Максимальное время, которое можно выставить на данном модуле, 270 часов. А минимальное 0,1 секунда, 1 десятая. Вот мы выбрали 65, то есть это 6,5 секунд. Переключаем дальше. Т2. В данной программе первой это не участвуется. Там дальше будет или третья, четвертая программа и дальше, где у нас циклический режим, будет использоваться два таймера. Но пока мы пропускаем Т2. И переключаем дальше. Четвертая колоночка. Вот, светодиод подсвечивает. Это у нас множитель. Здесь это не цельное значение. Две цифры. Вот так. Идут это для Т2. Второе время не используется в данной программе. А вот эти два числа, вот так, это множитель для Т1. По умолчанию 0,0. Можем сейчас переключить и объясню, как будет работать. Когда по нулям, то есть вот то, что мы выставили на дисплее, то и остается. Если мы выбираем множитель 1, вот так и сохраним настройки, то у нас вот здесь будет уже секунды. То есть 9999 секунд. И умножается. Если выбираем 2, то на 2. То есть выставили, например, 2 секунды. Множитель 2 это уже 4 секунды. Если мы возьмем, выставим, переключим дальше вот здесь единичка, то выставленное время, вот там у нас, которое в Т1 выставляется, умножается на 10, можно умножить на 20, выставить до 99 множитель. Когда мы умножим вот эти 9999 секунд на 99, у нас получится там примерно 270 часов. Вот максимальное время. То есть можно на калькуляторе умножить, какое значение вам надо, и выставить любое время. От 0,1 секунды до 270 часов. Но множитель я верну обратно, потому что мы не будем столько ждать отсчета времени. Для демонстрации я там несколько секунд выберу, чтобы показать, как работают программы. То есть множитель мы оставляем по нулям. И у нас получится Т1 6,5 секунд. Длинным нажатием сохраняются настройки. Вот мы сохранили. И у нас по умолчанию реле выключено. Пошел отсчет времени. Когда время отсчиталось до конца, лампочка загорелась, включилась. То есть у нас, вот если выключить, реле обесточено, ничего не работает. При подаче питания у нас задержка включения идет 6,5 секунд. Ждем, потом лампочка загорается и горит постоянно. Это так работает первая программа. Также можно запустить заново по сигналу триггера. Лампу выключили, пошел отсчет времени. И 6,5 секунд отсчитала, и лампочка включилась. Если мы повторно сигнал триггера вот, дотрагиваемся, подаем, то отсчет времени начинается заново. Лампочка не включается. Вот отсчитает 6,5 секунд. Лампочка включилась. Это первая программа. Это мы выставили на втором реле. На первом реле
Также, если выставить первую программу, будет работать также, будет включаться с задержкой включения первое реле. Пробуем вторую программу. Зашли в настройки, выбрали программу 2. Время я тоже оставлю 6,5 секунд. Достаточно. Т2 у нас второе время 5,8 секунд. Множители оставляем. Сохраняем настройки. Здесь у нас наоборот. При подаче питания лампочка включается на выставленное время, затем выключается. Можно в одном реле выставить там один режим, во втором реле выставить второй режим. И будет работать каждое реле наоборот. Вот, выключили питание. При подаче питания лампочка сразу включается. Пошел отсчет времени. Пройдет 6,5 секунд, лампочка выключится. Вот так работает вторая программа. И также по сигналу триггера я подаю, сигнал даю, лампочка включается, отсчет времени идет, затем лампочка выключается. Если мы вот повторно, когда идет отсчет времени, опять подаем сигнал триггера периодически, то отсчет времени заново начинается и лампочка у нас не гаснет. Подаем сигнал, время заново начинает отсчитываться. Теперь пробуем программу 3. Заходим в настройки. Выбрали третью программу. Время я менять не буду. Также все оставлю. Сохраняем. При подаче питания начинается отсчет времени. Затем лампочка включается и работает по времени, выставленном в Т2. Там 5,8 секунд было. То есть при подаче питания задержка включения. И потом лампочка погорит в выставленное время. Вот так работает третья программа. Выбираем четвертую программу. Здесь у нас время 6,8, 5,8, множители не трогаем. Вот, при подаче питания реле включилось. Потом выключилось на Т2. И потом включилась опять на постоянно. То есть уже время не отсчитывается. С помощью триггера мы можем заново. Пошел отсчет времени. Лампочка горит. Потом выключилась, не горит. И потом, когда второй таймер отсчитает, включится на постоянную работу до сигнала триггера. Теперь пробуем пятую программу. Сохранили. При подаче питания отсчет времени идет. Лампочка не горит. Потом включилась на выставленное время, вот Т2. Потом выключилась, Т1 считает. И опять Т2. Вот это у нас циклический режим. Два времени мы выставляем. С периодичностью будет включаться, выключаться на выставленное время. Пробуем следующую программу, шестую. Тоже циклический режим, только наоборот будет работать. Время я тоже оставляю. NX это множитель. Здесь бесконечный цикл. Включаться-выключается. Количество повторений задать нельзя. Там в следующих уже программах будет эта функция. Сохраняем настройки. Вот, при подаче питания сначала лампочка горит, отсчитала время, и потом не горит. И так по кругу будет. Сигналом триггера вот мы отсчет времени. Заново начинаем, продляем. То есть лампочка все время горит. Добавляем время. И когда лампочка выключена, идет отсчет времени в выключенном состоянии, мы сигналом триггера ее включаем и пошел заново выполняться этот режим. Тоже циклический. Заходим дальше. Выбираем седьмую. Сохраняем. Здесь в седьмом режиме у нас время измеряется в секундах.
То есть у нас множители не участвуют. И 9999 секунд Т1 и Т2 можно выставить. Но здесь можно задать количество повторений. Вот эта функция nx, мы выставляем количество повторений. Если стоит 0, это бесконечное количество повторений. Можно выставить там один раз включится, выключится. И мы можем выставить любое значение количества повторений, максимум 9999. Но здесь время измеряется в секундах, часов здесь нету и миллисекунд тоже. То есть мы ставим секунды в Т1 и в Т2. Вот оно отсчитало 65 секунд. Дальше включится на 58 секунд. И потом по кругу. Выбираем 8-ю функцию. 65, 58. Количество повторений. Тут у нас сначала Т1 лампочка горит. Потом она выключится. Будет 58 секунд выключена. Количество повторений бесконечно выставлено, так как нули можно задать. И потом оно выключится, потом включится. Тоже циклический режим, только наоборот. Сначала включено, потом выключено. И можно задать количество повторений. Выбираем следующую функцию. 9-ю. 9-я программа. Настройки все оставляем, сохраняем. Здесь у нас задержки времени нету, а работает чисто по сигналу триггера. То есть вот у нас по умолчанию, даже если выключить, включить, ничего не происходит. Сигнал триггера подаем, лампочка включается. Сигнал триггера убираем, лампочка выключается. Тоже, в принципе, прикольная программа. Мы можем выставить для первого реле такой же режим и поставить мотор и управлять реверсом можно. То есть мы сюда сигнал подали, мотор крутится в одну сторону, сюда сигнал подали, мотор крутится в другую сторону. Можно использовать вот так. Дальше пробуем. Выберем 10-ю программу. Здесь мы ставим 0 и уже переклацаем второе число на единичку. 10-я программа. Настройки мы все оставили, сохранили. И здесь у нас вот при подаче питания реле включилось, пошел отсчет времени и выключилось. Если повторно мы выбираем, лампочка включается и горит выставленное время. Но здесь, в отличие, там в начале похожий был режим, при подаче питания реле начинало отсчет времени, то здесь я от питания выключил, заново включил, ничего не происходит. Реагирует только на сигнал триггера. Вот так. Запускается триггером. Без триггера при подаче питания таймер не запускается. Пробуем следующую программу. 11-я. 65 секунд, 58, 0. Оставляем. Сохраняем настройки. 11-я программа. Тоже ничего не происходит. Работает только по сигналу триггера. Даем сигнал. Пошел отсчет времени. Время отсчитало. Реле включилось и будет постоянно включено. Повторный сигнал. Заново отключает реле. Отсчет времени идет. И работает вот потом постоянно. После отсчета времени. Если мы отключим, обесточим реле, заново включаем, вот ничего не происходит. 11-я программа только реагирует на сигнал триггера. Вот мы подали, задержка включения. Данная функция 11-я. Выбираем следующую программу, 12-ю. Вот, время мы то же самое все оставляем. Сохраняем настройки.
Вот, сохранили. Также работает по сигналу триггера. Запускаем. При подаче сигнала у нас загорелась лампочка, реле включилась. Погорела вот некоторое время и выключилась. Если мы повторно даем сигнал, отсчет времени начинается заново. Повторный сигнал у нас не дает отключить лампу, а таймер сбрасывает заново. Начинается отсчет. Это задержка выключения. Выбираем 13-ю программу, следующую. Время все оставляем. Сохранили настройки. Задержка включения. Т1 идет. Отсчет времени идет. Дальше Т2 у нас включено реле второе время. Отсчет времени. И выключилось. Вот, повторный сигнал. Мы даем, отсчет времени начинается заново. Считает. Потом лампочка включилась на выставленное время. Если мы при включенной лампе подаем сигнал опять, то отключает лампу. Вот, лампа включилась, сигнал отключает лампу. Пробуем следующую программу, 14-ю. Т1, Т2, NX. Сохраняем. Вот, по умолчанию не работает. Подаем сигнал. Таймер включился. Реле работает, отсчитало время. Затем второй таймер. Реле выключено. Отсчет пошел. И потом включилось, постоянно горит. При повторном сигнале у нас отсчет времени начинается заново. То есть, если мы обесточим, включим, то у нас отсчет времени не начинается. Только сигнал триггера дает запуск таймера. Отсчитали. Пробуем следующую. 15-я. Также время я менять не буду. Сохраняем. По умолчанию выключено. Без триггера не срабатывает. Запускаем. Выключено. Пошел отсчет времени Т1. Теперь включилась Т2. Пошел отсчет времени. Теперь Т1 отсчитывает. Это у нас циклический режим. То есть у нас периодически включается-выключается. Повторный сигнал триггера у нас сбрасывает таймер, отключает лампу, и таймер, отсчет задержки у нас включение начинается заново. Это у нас циклический режим. Следующая программа 16 будет работать тоже циклически, только наоборот. Вот мы сохранили настройки, подаем сигнал триггера. Сразу включилось отсчет времени, выключилось отсчет времени. Если мы повторный сигнал при выключенном даем, то лампа включается и отсчет времени заново начинается. Вот выключилась, можно заново лампочку включить. Дальше у нас 17 режим, тоже циклический режим, но здесь мы задаем в секундах время. Вот первое, второе. А здесь количество повторений можем выставить. Если 0 бесконечно, если, например, 10 поставим, то 10 раз включится, выключится, а потом перестанет работать. До следующей команды. Вот мы сохранили. Запускаем. Пошел отсчет времени. Видите, уже долго считает в секундах. То есть отсчитает, потом лампочка включится. Отсчитает опять, лампочка выключится. Циклический режим. И 18-я программа. Время оставляем. Сохраняем. Запускаем. Также сначала включилось отсчет времени. Потом по Т2 выключено будет. И потом заново включится. Циклический режим. Но можно выставить количество повторений. Попробуем следующее. В некоторых инструкциях
написано, что 18 программ, но в некоторых написано, что больше. Попробуем, вот выставим 19 программу. Просмотрим время. Сохранили. По умолчанию выключено. Тоже есть программа, но она работает, вот смотрите, триггер, удерживая сигнал плюсом, отсчет времени идет. Но когда я убираю триггер, тоже какой-то циклический режим, вот можно долго подержать, задержка включения, потом включилась, и задержка опять идет. И опять Т1. Циклический режим, но при постоянном сигнале триггера. Как только я сигнал снимаю, то есть можно поставить выключатель. Кнопку включили тумблер, работает у нас циклический режим. Кнопку убрали, выключили, то реле отключается. То есть можно выключатель поставить. И пробуем следующую программу, 20-ю. Вот. Сохраняем. Думаю, точно такая же программа, только наоборот. Да. Сначала включается, отсчет времени пошел. Потом выключится при постоянном сигнале триггера. Здесь это уже получается 20 программ здесь. А у продавца было указано, что 18. Вот. Циклический режим, но с кнопочкой. Можно кнопочку поставить и включать-выключать. Может еще есть. Пробуем 21. Сохраняем. Все, уже не реагирует. 21 программы нет. Не реагирует. То есть 20 программ в этом модуле. Аналогично можно выставить и на первое реле, и на второе. И сейчас я покажу, как сделать, чтобы был реверс двигателя с помощью этого реле. Подключим моторчик, попробуем. Вот такой у меня есть мотор. Мы его подключим. Тут нам понадобится еще дополнительно проводки, потому что на каждое реле нужно подать и плюс, и минус. Лампа нам уже не нужна. Лампочку мы убираем. Так, как нам вообще подключать реле для реверса? Нам нужно будет задействовать вот эти два клеммника полностью. Все контакты нормально включенные, выключенные. На центральные контакты мы подключаем мотор. Вот у нас мотор от шуруповерта. Вот так он подключается на центральные контакты. Теперь нам нужно будет на вот эти два контакта подать плюс. Ну, если там надо поменять, например, направление вращения, то можно там сюда плюсы, сюда минусы. Если не устраивает, то наоборот. Сюда минусы, сюда плюсы. Либо вот эти два провода просто местами поменять. Ну, мы же просто для примера подключаем, то мы подключим вот так. Сюда плюс. И сюда тогда плюс. Подключили. А вот сюда и вот сюда нужно будет подключить минус. У меня минусовых проводов нет, и я сейчас добавлю. Вот берем два проводка. Вот сюда мы минус подключаем. И вот сюда мы перемычкой ставим. То есть вот эти два контакта это минус. И наклемник. Все, подключено. Получается, по умолчанию мотор у нас не работает. При включении какого-то из реле мотор начинает вращаться. Если одно реле включилось, то в одну сторону, потом реле выключилось, второе включилось, то в другую сторону. И давайте выставим программы. Я там клацал, например, зайдем в настройки, программу
вторую для второго реле и вторую для первого реле. 2-2. Сохраним настройки. Вот, сейчас отсчитается время, выключится. Вот. И теперь по сигналу триггера мы можем включать двигатель. И если на один канал мы подадим сигнал, двигатель вращается выставленное время в одну сторону. Если на второй сигнал подадим, то будет вращаться выставленное время в другую сторону. Вот мы включили. Двигатель вращается в одну сторону. Второй сигнал. Двигатель вращается в другую сторону. То есть можно управлять реверсом двигателя с помощью сигналов. Можно по таймеру выставить, например, там первую и третью программу, то будет по времени сам включаться при подаче питания. Также если выбрать вот в первом и во втором реле 9-ю программу, реверсом можно также управлять. Вот проводок. Триггером мы запускаем мотор. Вот я его держу. На один канал мы подали, мотор вращается в одну сторону. Если на второй сигнал подали, мотор будет вращаться в другую сторону. Вот мы зажали, мотор крутится. Выключили. Вторую. То мотор крутится в другую сторону. Также можно управлять реверсом. Ну, вариантов очень много. Каждый из 18 программ можно использовать для реверса. Также циклический режим можно использовать, чтобы оно часть времени в одну сторону крутилось, часть времени в другую. Например, на одно реле настраиваем там 4-ю программу, на второе реле настраиваем 5-ю программу. И оно будет по времени туда-сюда переключаться, правда, без пауз. Оно будет резко крутилось, переключилось, без паузы будет работать. Но может что-то можно в настройках и придумать, чтобы получилась пауза, то есть выставить там время, чтобы оно не одинаково было, а отличалось. То есть это уже надо с настройками поиграться. Вот так работает данное реле. Ссылочку на него я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.